Добрый день, друзья! Сегодня продолжаем пересаживать наши экспериментальные орхидеи. Будем пересаживать орхидею номер 5. Хочу вам напомнить, что в первом закрепленном комментарии находятся прямые ссылки на группу ВКонтакте и на канал Дзен. Переходите по ссылкам, подписывайтесь, чтобы не потеряться. А сейчас займемся орхидеей номер 5. На канале 5 экспериментальных орхидей, которые я купила уценками, и с момента покупки продолжаю дальше о них рассказывать. 3 из них мы уже пересадили. Есть орхидея номер 1, которая самая сложная, с гнилыми корнями. С ее пересадкой мы еще немного подождем. А сегодня пересаживаем орхидею номер 5. По-моему, это была самая простая орхидея. Она даже выпустила цветонос. Я ее и покупала с маленьким цветоносом. Она отцвела. Теперь мы можем ее спокойно пересадить, потому что корни она растить начала. Как мы это будем делать? Ну, во-первых, я преследую цель в этом видео не показать вам вот саму пересадку, как я засыпаю в горшке корни орхидеи, а показать, как орхидея наращивает корни в покупном грунте, без пересадок, без стимуляторов. Я ее поливаю только чистой водой и никаких больше с ней манипуляций не произвожу. Нам нужно посмотреть, какие корни наросли в горшке, ну и, соответственно, конечно, от шеи. Что мы первое сделаем? Мы обрежем цветонос, который отцвел. Причем обрежем его до первой живой почки. Здесь были цветы. Вот первый узелок, это первая не пробудившаяся почка. Чуть выше этой почки я отрезаю цветонос и обязательно обрабатываю перекисью водорода. Буквально капельку, чтобы сюда не попала никакая патогенная микрофлора. Можно обработать корицей, можно обработать толченым углем. И сейчас мы извлечем эту орхидею из горшка и посмотрим, какие корни. Я ее вчера специально полила, чтобы грунт был влажный, чтобы легко корни отделялись от стенок горшка. Здесь видно, что есть растущие корни в горшке. И растут корни от шеи. Достаем ее. Я нажимаю на горшок, чтобы аккуратно, не сломав корни, достать орхидею из ее горшка. Корни прирастают, и для того, чтобы не оторвать их, вот такими движениями вот, я стараюсь отделить корни от горшка. Раз я ее вчера поливала, естественно, грунт внизу очень мокрый, корни тоже мокрые. Но видите, когда я поливаю по краю горшка, в основном вся влага собирается внизу. А здесь даже грунт остается сухой. Посмотрим, есть ли торфяной стакан. О, конечно, есть. И еще с оплеткой пластиковой. И вот смотрите, казалось бы, орхидея, ну правда она была наклонена в горшке, и торфяной стакан был вот с этой стороны. То есть мы его все равно, когда поливали, немножечко захватывали поливом. Так, разрезаю пластиковую оплетку, иначе невозможно удалить торфяной стакан.
Сейчас пробую вытащить вот эти все кусочки пластика. Торфяной стакан сам рассыпается. Так, еще надо сделать несколько надрезов. Иначе можно корни повредить. Так, никак не хочет. У него очень большая внизу пластиковая основа. И вот ее-то все придется вырезать. Иначе никак не хочет отделяться. Все корни проросли сквозь дырочки в этом пластике. Приходится так много надрезать. Пластик жесткий, и им можно поранить корни. Поэтому я очень скрупулезно его разрезаю на мелкие кусочки и вынимаю так, чтобы корни не повредить. Ну и торфяной стакан очень легко отделился. Даже в торфяном стакане гнилых корней нет. Они желтые. Они очень быстро пропадут, очень быстро сгниют. Но такие корни я не удаляю. Неделю, 2, месяц. Они могут еще понадобиться орхидее для роста. А вот этот корень, вот очень интересный. Сверху он совершенно сухой. Веломен весь высох. Есть ли там тяж? Ну, конечно, есть. Сейчас я посмотрю. А тяж живой. Видите, когда он такой светлый, это живой тяж. Если бы он был черный, вот сейчас я дальше посмотрю, если он черный, я думаю, что даже этот корень можно убрать. Веломен, конечно, гнилой. Вот здесь под светлым веломеном тяж живой, а вот здесь он начинает загнивать. Поэтому я этот корень лучше совсем уберу. Так как у нее еще достаточное количество корней, я думаю, что убрав этот корень, мы не повредим орхидеи. Причем уберу его под самое основание. Так, ну что же мы тут видим? Мы видим, что есть и старые корни, и новые растущие корни. Вот они и от шеи, и даже те, которые начали расти от шеи, они опустились в горшок. Там себя тоже великолепно чувствуют. Растущие великолепные корни. Корни я промою под проточной водой. Кто-то меня спрашивал, если нет проточной воды, что делать? Наберите в какую-то емкость воды, сделайте ее теплой от 28 до 32 градусов и промойте корни. Ссылочку на видео, где я показываю, как я промываю корни под проточной водой, я, как всегда, оставлю в правом верхнем углу экрана. Теперь посмотрим, какие из этих корней можно убрать, а какие нужно оставить. Вот эти корни, которые были в торфяном стакане, они долго не проживут. Но все убирать их не стоит, потому что они понадобятся для чего-то орхидеи, для жизни, для потребления воды еще какой-то период времени. Мы можем обрезать только те явно нездоровые корни, которые сильно изломаны, или все-таки есть
сухие кончики или сам там сантиметровый или 2-сантиметровый корешок, он сухой. Здесь их немного. Есть вот такой маленький отросточек от корня. Причем, обратите внимание, я отрезаю в месте его роста. Совсем маленький кусочек. Так. Вот корень. Вот этот корень. Вот он весь изломанный, почти не почти не рабочий, а вообще не рабочий. Вот такой корень можно обрезать и нужно. Он начнет сразу гнить, а кормить подур в любом грунте нам не нужно. Вот такой корень убираем. Тоже под самое основание корня. Вот. Еще один есть такой корень. Он маленький, он не стал развиваться и в торфяном стакане, и также весь изломанный и начинающий чернеть. Его тоже убираем. Здесь остался маленький, вот совсем маленький, тоже гнилой корешок. Вот такие корни мы убираем. Я бы убрала еще один корень. Правда, на нем есть кусочек растущего корня. Сейчас покажу. Есть еще вот такой корешок один. Но у него черное основание, и он уже здесь болтается. Я его тоже уберу. Вот все, что мы смогли убрать, какие плохие корни мы смогли убрать у орхидеи. Остальные я оставлю. Пусть еще немного поработают. Нет, вот этот уберу еще один. Здесь чернота. Здесь он вроде как начинает расти. Настолько этот корень тонкий, что я думаю, сейчас он тоже пропадет. Причем этот корень я буду обрезать не вот здесь, а вот в этом месте слома. Ну вот и все, что можно было убрать у этой орхидеи. Имею в виду корни. Вот этот лист, он зеленый, но при посадке он у нас уйдет в грунт, потому что нужно вот эти корни поместить в грунт, и он нам просто будет мешать. Поэтому мы его разрываем и удаляем. Растягивать лист надо в разные стороны. Тогда он удаляется, ну, почти весь. Но вот видите, в этом листике пророс корень. И удалить так, чтобы в одну сторону оторвать, не получится. Придется его разрывать в две стороны. Но можно еще раз разрезать этот листик. И опять растягиваем в разные стороны. И тогда он хорошо удалится. Но если остались какие-то кусочки, мы их всегда можем снять пинцетом. И вот здесь, казалось бы, открывается вот такое фиолетовое пятно. И по незнанию может возникнуть сразу вопрос, а не фузариоз ли это? Нет, я думаю, что это не фузариоз, потому что я показывала цветение этой орхидеи, и она была с яркими сиреневыми пятнами. Когда есть такой яркий сиреневый окрас на цветах, вполне возможно, что эта орхидея, ну, ее прародители какие-то были очень темные. И бывает такой окрас и листьев, и стволика. На листьях мы этого не наблюдаем,
Но впадать в панику я не буду, просто внимательно буду наблюдать за этой орхидеей. Но думаю, что это к фузариозу не имеет никакого отношения. Это пятнышко. А когда фузариоз, и недавно я вам его показывала, это кольцо. Прямо тонкое кольцо по краю листьев. Здесь этого нет. Но понаблюдать все равно нужно. Все, что не смогла смыть под водой, я убираю. Если есть какие-то остатки листьев на нижнем стволике, вот они маленькие, или это от грунта, или это от листиков, тоже это все убираем. Я никогда не скребу стволик орхидеи, чтобы добраться до зеленого, до чистого. Просто убираем весь мусор, который может мешать или же загнивать. Орхидея молоденькая. Вот этот лист она нарастила, пока жила у меня, пока цвела. Ну и корни, которые мы с вами видим. Давайте теперь засыпем ее керамзитом. Я всегда стараюсь подобрать горшок по размеру корней. Давайте померяем, подойдет нам этот горшок или нет. Этот горшок 1,6 литра. Так, вот здесь хочу еще немного стволик старый убрать. Он сухой. Здесь его обрабатывать ничем не надо. Он давно уже высох. И ничего в него попасть в сухое уже не может. Так, заправляю корни. Теперь, как всегда, держу орхидею, а горшок поворачиваю для того, чтобы как можно глубже поместить орхидею в сам горшок. И после этого я засыпаю орхидею керамзитом. Кажется, что у меня совершенно идеальный керамзит. Но в керамзите тоже есть сломанная крошка. Вот такие сломанные кусочки керамзита, они тоже присутствуют. Совсем мелкие я стараюсь убрать, а такие оставляю. Придерживая орхидею по центру горшка, засыпаю грунтом. При посадке я всегда использую влажный керамзит, хорошо промытый в горячей воде. И первый полив я делаю только после того, как корни хорошо просохнут. Что такое хорошо? Они станут серебристыми. Корни в горшке видны, они сейчас зеленые. Как только появится серебристый налет, то есть веламен просохнет, тогда я делаю первый полив. Первый полив обязательно чистой водой. Наливаю в горшок на 2 пальца ниже грунта. Даю постоять в зависимости от того, как будут набирать влагу корни, от 15 минут и даже может быть до часа. Потому что здесь мы преследуем цель не намочить грунт, не намокнет керамзит, а цель это напоить хорошо корни. После этого воду сливаю и оставляю до следующего полива и наблюдаю только за корнями. Полив делаю именно тогда, когда корни становятся серебристыми. Никогда не делаю полив через неделю, через 10 дней. Надо следить за корнями. И после первого полива, со следующим поливом я уже могу вносить удобрения. Сейчас удобрение будет с большим содержанием азота, потому что весна, потому что орхидее нужно дать возможность вырастить корни и нарастить листовую массу.
а уже к осени мы будем ждать ее следующего цветения. Остались вопросы? Пожалуйста, задавайте. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.